Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні, як і обіцяла, готую тістечко домино на бисквитном тесте. В прошлом видео было подробное приготовление этого бисквита. Сейчас на экране появится ссылка, и в описании над рецептом оставлю тоже. В таком виде он сутки отлежался в холодильнике, структура его окрепла, теперь можно готовить пирожные. Для крема понадобится молоко, сахар, небольшое яйцо, можете его заменить на 2 желтка, сливочное масло хорошего качества, высокой жирности 82%. В пачке 180 грамм, но я потом еще 20 добавлю. Понадобится оно немного позже. Из ароматизаторов коньяк и ванильная эссенция или ванильный сахар. Сразу приготовлю заварную основу. Сироп шарлотт. К яйцу добавляю немного молока, слегка перемешиваю. Сахар, но не весь, а меньше половины. Остальное высыпаю в ковшик, ставлю на огонь, а эту массу перемешиваю до однородности. Молоко хорошо нагрелось, до кипения я его не доводила, но когда над ним уже начал подниматься активный пар, сняла с огня. Сахар за это время полностью растворился. Выливаю тонкой струйкой полностью все молоко. Возвращаю ковшик и снова ставлю на огонь. Огонь делаю меньше среднего и постоянно помешивая довожу до кипения. Пошел активный пар. Немного уменьшаю огонь. И продолжаю нагревать. Время от времени останавливаюсь. Проверяю, начинается кипение или нет. Хорошо зачищаю донышко, стенки, уголочки ковшика, чтобы сироп нигде не прихватывался, не подгорал. Вот сироп еще не закипел, но венчиком чувствуется, что он уже становится гуще. Не варите его на большом огне, пусть постепенно уваривается. Вот смотрите, начинается кипение. Засекайте время и проваривайте 2-3 минуты. В некоторых видео приготовления крема, ну допустим в пражском, я говорила, что желток кипятить нельзя, иначе пойдет хлопьями. Но в этом сиропе больше сахара, и при таком количестве яйцо или желток не заварится, поэтому варите его смело, только на умеренном огне, меньше среднего, и постоянно помешивайте. Вот такое вот кипение, не бурное, но и не самое тихое. Сироп готов. Снимаю с огня и переливаю в широкую пиалку, чтобы он быстрее остыл. Процеживаю. Может быть, там остались какие-то комочки, жгутики от яйца. Все это останется в сите. Вот такой он получается однородный. Консистенция как теплая сгущенка. Накрываю пищевой пленкой в контакт и в таком виде оставляю до полного остывания, до комнатной температуры. Заварная основа для крема остыла. Разрезаю бисквит на 2 равных коржа. Очень удобно это делать струной. Здесь придерживаю, чтобы она поменьше вырывала бисквит, чтобы краешки бисквита остались более ровными. И посмотрите, какой он красивый внутри. Пористый, воздушный, желтенький. Коржи по высоте получились одинаковые. И видно, что бисквит, ну, можно сказать, не крошится. Вот столько на столе крошек после разрезания. Поэтому обязательно давайте ему отлежаться. Для сиропа я закипятила воду с сахаром, не уваривала, просто закипятила. Остудила до комнатной температуры и вот сейчас добавляю сюда десертную ложку коньяка. Хорошо перемешиваю и пропитываю бисквит. Еще раз напомню, все пропорции будут под видео в описании. Рецепт на бисквит, крем, сироп и на помадку. Вся эта порция сиропа должна уйти на бисквит. Тогда пирожные получатся не сухие, бисквит сочный. И вот эта вот десертная ложка коньяка очень обогащает вкус и аромат пирожных. Краешки бисквита тоже хорошо пропитываю. Но если вы бисквит только испекли, остудили и сразу же его разрезаете, делаете торты или пирожные, то сиропа готовьте в 2 раза меньше. Иначе бисквит размокнет и развалится. Теперь пусть он пропитывается, а я приготовлю крем.
Сливочное масло комнатной температуры взбиваю на 4 скорости из 5 возможных до посветления и пышности. Время от времени зачищайте миску, донышко, стенки. Так масло взбивается более равномерно и быстрее. Когда масло уже вот такое вот пышное, рельефное и своей консистенцией уже очень напоминает крем, можно добавлять заварную основу. Но не всю сразу, а порциями. Поделю где-то на 4 приема. Каждую порцию взбиваю до полного соединения с маслом. Выливаю оставшийся сироп в заварную основу. Когда после венчика уже остаются пустоты, рисунок на поверхности хорошо сохраняется, четко выражен. Крем пышный, воздушный. Снова зачищаю миску. Добавляю десертную ложку коньяка. Он тоже должен быть комнатной температуры. Иначе такая небольшая порция холодного коньяка может расслоить крем. И несколько капель ванильной эссенции. Если у вас сахар, то добавляйте к маслу в начале взбивания. Еще немного взбиваю, и крем полностью готов. Вот такая должна получиться пышность. Видно, что он легкий, воздушный. Посмотрите, однородный. Если масло качественное и вы правильно сварили заварную основу, выдержали одинаковую температуру продуктов, то крем у вас обязательно получится. Можно собирать пирожные. На подложке у меня верх бисквита. Раскладываю порциями крем. Посмотрите, какой он нежный. И теперь палеткой аккуратно его разравниваю. С краешков крем подбираю и вот сюда вот к середине. Он все равно еще немного выдавится. Вся порция крема ушла на бисквит. Все, достаточно. Теперь укладываю донышко бисквита. Это будет верх пирожных. Оно более ровное. Немного его подтягиваю. Выравниваю, слегка прижимаю. Посмотрите, как он хорошо пропитался. Бисквит не будет сухим. Теперь его сверху надо смазать повидлом. Если у вас очень густое, то нагрейте его, оно станет помягче. Или же разведите кипяченой водой до нужной консистенции, чтобы оно хорошо размазывалось. Заполняло все эти поры, выравнивало бисквит. И слишком много не надо. Хорошо покрываю бисквит, но не сильно давите, потому что крем еще нестабильный. Повидло проверьте, если в нем есть большие комочки, неоднородные, то предварительно перетрите его через мелкое сито. Лишнее убираю, оставляю тонким слоем. В таком виде поставлю в холодильник на 2-3 часа, чтобы крем стабилизировался, повидло немного впиталось, а сверху подсохло. Прошло 2 часа, крем стабилизировался, можно подготавливать помадку и украшать. Сварила я ее вчера, она сутки отлежалась, теперь ее можно использовать. Это настоящая сахарная помадка, ее приготовление подробное уже есть на канале. Сейчас на экране и под видео в описании я оставлю ссылку. Эти пирожные раньше делали как белые сверху, так и темные, шоколадные. Я тоже сделаю половину белых, половину шоколадных, поэтому делю помадку на 2 порции. И короткими импульсами разогреваю в микроволновке, где-то по 10 секунд. И после каждого подогрева перемешиваю. Свыше 50 градусов помадку нагревать нельзя, иначе она сгорит. Поэтому следите, почаще проверяйте, перемешивайте. 4 раза по 10 секунд. Посмотрите, какая текучая. Но для того, чтобы украшать изделие, она еще густая. Об этом говорит то, что на поверхности долго сохраняется рисунок, не растекается быстро. Но больше подогревать нельзя, поэтому добавляю теплую воду, можно горячую, совсем по чуть-чуть. Даже чайная ложка воды может разжижить помаду. Исправить это, конечно, можно, добавить, допустим, сахарную пудру. Можно и помадку приготовить из сахарной пудры и воды. Но вот лучше сварите такую и попробуйте, насколько она вкуснее. Кстати, если вы ее вот так вот подготовите, и она некоторое время постоит, то может загустеть. Вдруг она у вас получилась жидковатая.
Не спешите добавлять сахарную пудру, оставьте ее буквально на 5 минут и посмотрите, проверьте. Вот видно, что уже более текучая. Подготовлю шоколадную, а перед тем, как украшать, еще раз проверю. Видите, растекается рисунок, сглаживается. А это будет шоколадная. Тоже разогреваем несколько приемов по 10 секунд. Добавляю сразу 2 чайные ложки воды. Так много, потому что буду добавлять какао, а оно сильно ее загущает. Хорошо перемешиваем до полного соединения воды и помадки. Видно, что помадка жидкая. Какао фирмы Мрия. Перемешиваю и думаю, еще буду добавлять воду. Цвет должен получиться насыщенный, и цвет, и вкус. Видите, насколько гуще она становится. Еще немножко. Вот так вот и достаточно. Видите, как растекается быстро. Тем более, пока подготовлю бисквит, разрежу, она немножко постоит и чуть-чуть уплотнится. Бисквит делю на 2 равные части. Можно наметить длинным ножом. Он у меня есть, но короче, чем бисквит. Поэтому намечаю ниткой. И теперь разделяю, чтобы можно было покрыть помадкой, чтобы она не сплывалась, не смешивались белый и шоколадный цвет. Можно подложить ножи. Теперь удобнее будет покрывать на поворотном столике. Пока он у меня зафиксирован. Так, еще раз перемешиваю. Здесь появляется корочка, но она быстро расходится в помадке. И она будет однородная и глянцевая. Перед тем, как заливать, помыла лопатки, чтобы на них не оставалась плотная помадка. Видите, стала она гуще. Поэтому снова добавляю немного воды. Я сейчас уделяю, может быть, даже лишнее время помадке, но для многих это такой, знаете, сложный процесс. Не все ее готовят, и тем более не все знают, как ее украшать. Все достаточно. Помадка жидкая. Видите, растекается рисунок. Слишком жидко ее тоже делать не надо. На этом и остановлюсь. Сразу аккуратно растягиваю к этой стороне, где уже красивый срез, чтобы она тут не сильно затекала. А потом покрываю всю площадь. Аккуратно разравниваю, не сильно придавливая, чтобы помадка не смешивалась с повидлом. А для этого надо оставлять его тонким слоем. Но повидлом надо обязательно покрывать, оно выравнивает бисквит, связывает все крошки. Помадка легче растекается. И на повидле она получается более глянцевая, чем, допустим, на булочных изделиях. Теперь покрываю белой помадкой. Она тоже уплотнилась, застыла, поэтому добавила воды, перемешала, развела до вот такой вот текучести. Тоже разравниваю по всей площади. И вот теперь дам бисквиту постоять хотя бы полчаса, чтобы помадка немного схватилась. Потом начну украшать и нарезать. Но лучше, конечно, в таком виде дать ему выстояться, чтобы помадка хорошо застыла, все соединится в одно целое. Тогда он легче будет нарезаться, и рисунок будет более рельефный, помадка не будет смешиваться. Разделяю доминошки, украшаю той же помадой, остатками. Она постояла, стала немного гуще, но вы проверьте, наберите в корнетик, в кондитерский мешок, выдавите и посмотрите, как она себя ведет. Обрезаю краешки, чтобы пирожные со всех сторон были красивенькие, ровные. И нож после каждого разреза вытираю. Линейкой померила длину и разделила на 6 пирожных по 5 сантиметров. Это их ширина. Длина получается 10. Помадка еще не застыла полностью, мягкая. Но я вам покажу, какой получается разрез после застывания. Как она себя ведет. И последний штрих. Украшаю пирожные и оставляю их в холодильнике хотя бы на 4 часа. Но лучше, как и любой другой торт, оставить на ночь. За это время бисквит хорошо пропитается, смешаются все вкусы и ароматы, и пирожное получится намного вкуснее.
Вот так вот застывает помадка, совсем не липкая, глянцевая, бисквит сочный, крем хорошо стабилизировался, пирожные получаются очень вкусные и ароматные. Многие предлагают это пирожное на песочном тесте, но получается то же самое школьное. Песочная полоска с повидлом, только украшена по-другому. На самом деле по ГОСТу готовились они на бисквитном. Бисквит классический или масляный с кремом шарлотт или масляный на сгущенке. И с белой помадкой. Вы выбирайте по своему вкусу, они все-таки разные. В этом варианте чувствуется повидло, его легкая кислинка, а шоколадная глазурь это заглушает. Честно скажу, мне больше нравятся белые. Видно, что бисквит не сухой, хорошо пропитанный. Разделяю вилочкой на маленькие кусочки, и он не рассыпается, не распадается. И вот обещанный разрез. Посмотрите, какой чистый, ровный. Готовьте з удовольствием і приятного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.